Это страна, в которой больше всего миллионеров на душу населения в Азии. Автократия, о которой мечтают многие демократические страны. Еще в 60-х это был рыбацкий поселок, а сегодня это одно из самых привлекательных мест на планете. Друзья, мы с вами в Сингапуре, мегаполисе, где современные здания соседствуют с историей, а культура переплетается с невероятной природой. Мы проведем 3 насыщенных дня в этом чудесном городе, где нас ждут яркие приключения, интересные открытия и, конечно же, незабываемые моменты с нашими детьми. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Друзья, мы рады вас приветствовать из Сингапура. Сзади нас, на заднем фоне, символ Сингапура, великолепный отель «Мария Бэй Санд». Ну а мы хотим вам показать, какие еще есть здесь классные достопримечательности в этом великолепном городе-государстве. Приятного просмотра! Сингапур славится своими строгими законами и правилами. Поэтому давайте с вами устроим викторину. Как вы думаете, что тут из перечисленного запрещено? Пишите пока свои варианты ответов, а мы погнали смотреть видео. Начнем с того, что мы летели прямым рейсом из Дохи в Сингапур. Воспользовались безвизовым транзитом на 96 часов. Это означает, что граждане ряда стран могут находиться в Сингапуре без визы в течение этого времени. В частности, безвизовый транзит доступен для граждан большинства стран. Список оставлю вам здесь. Так вот, граждане этих стран могут совершать транзит через Сингапур без визы до 96 часов, при условии, что они следуют транзитом в третью страну. Для безвизового транзита необходимо иметь действительный билет на самолет с вылетом в течение 96 часов и заполнить электронную миграционную карту. А вот как оформить миграционную карту, а также найти выгодные билеты, это мы рассказываем на наших курсах самостоятельного путешественника Trip Life. Ссылка будет в описании под видео. Въезд в Сингапур возможен любым видом транспорта, но выезд только самолетом. Это отличная возможность для путешественников, чтобы насладиться красотами Сингапура. Мы прибыли в Сингапур вечером, что, кстати, отличный выбор, так как у нас было больше времени на акклиматизацию и утренние прогулки. Однако по прибытию у нас возникли небольшие проблемы с трансфером. Водитель такси отказался нас везти, и нам пришлось воспользоваться приложением Grab. Это очень удобно, и мы рекомендуем его для перемещения по городу. Вот такая машина. Заказали Grab. Ну, изначально был трансфер. Водитель оказался очень хитрым и просто-напросто отказал везти нас всех. It's okay. Все, вот семейство. Поместились? Нормально? Grab вышло, кстати, дешевле еще, чем такси. Трансфер. О, чем трансфер, да. Все, будем ехать в отель. Ну что, Надя, как тебя Сингапур встретил? Шикарно. Шикарно. Мы были в этом городе в 2020. Как раз был разгар ковида. Он безумно нам понравился. Это второе наше посещение данного города. Он, конечно, великолепный, аэропорт великолепный, но трабл с трансфером нас расстроил. Мы вообще такого не ожидали. Приехали, а водитель просто стоит. И самое главное, что мы переписывались в полете. Все, да, я вас жду. А водитель потом нам сообщает: слушайте, вас же 5, да? А я могу взять только 4. Поедь тут один на такси, и ты понимаешь, что ты заплатил за трансфер $50, и платить еще дополнительно за такси, это, ну, хотя бы, наверное, $30 минимум выйдет, и тогда смысл был этого трансфера. Благо, проблема, в принципе, решилась быстро при помощи Grab Taxi, великолепный сервис, который отлично работает в Южной Азии, и в частности в Сингапуре. Мы заказали за приблизительно $40 большую машинку ван. На водителя, естественно, написали жалобу, потому что он мало того, что отказался, он просто еще убежал от нас, я еще догонял, чтобы от него получить хоть какую-то информацию, кадры. Ну, зачем вы так поступаете? Но он просто сбежал. Мы успели немножко его записать.
Надеюсь, что компания вернет средства и не будем выкладывать эту компанию как ненужную или недобросовестную. Будем надеяться, что все будет хорошо. Едем в отель. В 2020 году мы выбрали отель Marina by Santa. Это был наш первый раз. Хотелось побывать именно в этом отеле, посмотреть на Сингапур именно с этого отеля. Сейчас же мы выбрали отель простенький. Фурама-Сити, находится он в китайском квартале, и до центра пешком где-то 1,5-2 километра. Чистые номера со всеми удобствами и бонусом на верхних этажах бассейн. То, что надо для детей после насыщенных прогулок. Так, смотри, получается, бронировал я на Expedia 130 сингапурских долларов. Это приблизительно $100 США в сутки за номер. В китайском квартале. Да, Чайнатаун. Да. У вас ладно покруче. Зато, знаете, у вас закрыт. Ну, а вот это мне, конечно, нравится. Ну, тут, видишь, занавеска есть. О, Хотя бы. ну да. Хотя бы. Мы когда-то остановились в отеле. Что это был за отель? Это, по-моему, Македония, где все было открыто полностью. Это было, конечно, шедеврально. Особенно туалет. Кто это придумал? Ну, молодцы. Все, спокойной ночи. До завтра. Ребята, вот это Стэнфорд Раффлс, ну, точнее сказать, его памятник. Люди, которые увлекаются историей, особенно если вы увлекаетесь британской колониальной историей, по-любому знают этого дядьку. Это был знаменитейший колониальный администратор у Георга III и Георга IV. Он постоянно приезжал, что-то захватывал, ставили там местного потом руководителя, а он себе дальше уезжал. Он участвовал в захвате острова Явы, непосредственно самого полуострова Малакка. Ну и, естественно, он участвовал в захвате вот этого маленького рыбацкого поселка Сингапура. Приехал мужик, забрал контроль у местных, забрал контроль над проливом Малакским, Сингапурским, и все. И стали строить здесь город Сингапур. Именно вот этот мужчина считается основателем города Сингапур. Это было начало 19 века. Он приехал, власть забрал, город построил, местным дал работу, создал колониальные зоны, китайский Чайнатаун, индийский. И дальше себе поехал, вернулся в Англию. Судьба его была, конечно, нелегкая. Прожил он всего лишь 45 лет. А еще чем примечательно то, что умер он в день своего рождения. Вот такая вот нелегкая судьба у знаменитого колониального администратора и создателя города Сингапур. Сингапур – это головокружительные небоскребы, модные торговые центры и передовые технологии. Всего за 50 лет маленькая страна площадью 720 квадратных километров стала примером того, как правильная экономическая политика может сделать жизнь местных жителей прекрасной. Официальный символ Сингапура – это мифическое существо, наполовину лев, наполовину рыба – Мерлион. Статую Мерлиона можно увидеть на набережной у залива Марина-Бэй. Друзья, сзади нас Мерлион. Это самая знаменитая статуя Сингапура. Вы по-любому ее видели. Это полулев, полумистическое животное. Почему именно лев? И вообще этих статуй здесь по городу очень-очень достаточно. Есть такое поверье, что один из принцев, который прибыл на эту территорию, увидел одно мифическое животное и перепутал его со львом, подумал, что это лев. И после этого вот эти вот символы стали появляться по всему городу. Хотя на самом деле львы никогда не водились вообще на этой территории, на этой земле. Ну, имеется в виду в своей обычной сфере обитания. Ну а сегодня вот этот символ символизирует непосредственно сам Сингапур.
его силу, его мощь. Ну а мы отправляемся с вами далее в китайский квартал. Он считается одним из крупнейших исторических районов Сингапура, расположенный бок о бок с бизнес-центрами Сингапура. Этнические районы признаны историческим наследием Сингапура, поэтому так тщательно сохраняется их самобытность. Можно сказать, что это заповедники времени и национальных культур. Они сохранились в стерильном виде, с каким-то глянцем, что ли. В Сингапуре самая низкая в мире преступность. Это тоже накладывает свой отпечаток на этнические районы. Без опаски их можно посещать в любое время суток. Друзья, мы с вами сейчас находимся в Чайна-таун. Еще задолго до того, как Сингапуром сделали город, здесь уже проживали китайцы в Сингапуре. Их было приблизительно около 3000. А представьте, что сегодня в Сингапуре проживает 5 миллионов. И это на 6-миллионное население. То есть 80% населения является так или иначе китайцы. Просто когда Раффлс создал здесь город, нужны были люди, которые приезжают, будут и работать. И вот, когда здесь уже основали хороший порт, китайцы хлынули сюда, потому что была дешевая рабочая сила, в принципе, ничего не поменялось, и они здесь работали. И вот так вот сегодня получается, что 80% населения это китайцы. А почему у них есть свой район Чайна-таун? Ведь, по сути, весь Сингапур это Чайна-таун. На самом деле, это была идея Раффлса. Его была идея, чтобы создать для разных этнических групп разные районы. Для китайцев Чайна-таун, для индийцев маленькая Индия, которую мы посмотрим чуть позже. И сегодня Чайна-таун это просто культурный центр Сингапура, рядом с центром. И, естественно, здесь всегда вкусно и много китайцев. Чайна-таун – это сочетание нового и старого. Это оживленный и красочный район. Здесь вы найдете несчитанное количество различных лавок и магазинов, где вы сможете приобрести красивые сувениры на любой вкус для себя, своих друзей и родственников. Также Чайна-таун славится разнообразием китайской кухни. Попав на улицу баров и кафе, вы будете поражены многообразием китайских блюд. Одним из самых популярных среди туристов считается еда, приготовленная сразу же при вас на улице. Недорого, вкусно, экзотично. Сейчас пришли на китайский фудкорт. Здесь, это, наверное, уже обед, хотя только-только закончился завтрак. Но они постоянно кушают просто. Естественно, все эти вкусняшки, все острое, все в китайском стиле. Вот, пожалуйста, что хотите. Курица, орешки, креветки, курица, тофу, да. Ну, дядя любит тофу. Я, честно говоря, очень не люблю тофу. Не могу даже вам передать, насколько я не люблю тофу. Мы нашли тут утку. Ой, ребята! Она тут божественная. Тут прямо очередь, посмотрите. Маркет. Вот, ну и самое национальное блюдо Китая. Пекинская утка. А тут самое вкусное. Ага. Десерты. Ну, я вообще не знаю, разве азиаты сильно славятся десертами? Ну, просто красиво. Не, ну то, что оно красиво, ну я не знаю, насколько оно вкусно. Вот это да, это уже из Макао, паштель донат, потому что Португалия была колонизатором Макао, и им досталось паштель донат. Вот эта красавица, смотрите. Готовится очень просто, наверное, просто. Получается, берется утка, маринуется приблизительно 2 дня в меду, и после этого она в специальной печи готовится, в специальной печи, в специальных дровах, и получается вот такая вот хрустящая корочка, сладенькая и не жирная. Поэтому
Всем советую, кто не пробовал. Так, друзья, вот наша утка по-пекински. Как она маринуется, я вам уже говорил, да, что она медом смазывается в специальных дровах, вишнёк выпекается. Ну, еще один главный процесс, как ее кушать. Берете вот такую вот рисовую лепешку. На эту рисовую лепешку в первую очередь вы берете вот эти вот росточки, макаете в сладкий соус и вот так вот смазываете лепешку, либо можете мазать уточку. Эти же росточки оставляют. Иногда вместо этих росточков ставят молодой лук, который тоже можно использовать в виде кисточки. Можно, конечно же, уточку макнуть полностью в соус, кто как любит. Добавляем пару кусочков огурчика. Ну а дальше самое интересное. Заворачиваем и кушаем. Если вы это не пробовали, обязательно введите в своем городе и найдите кафе с пекинским. Заказал еще какой-то их пирог местный. Сказал, что это пирог. Выглядит оно, ну, как-то так, похоже на кальмара. Но по вкусу, не знаю, как будто вот рисовая пюрешка с креветками. Ну, соусу ей не хватает, а так ничего. Мне кажется, у нас сегодня прогулка от кафе в кафе, потому что вышли, опять жара, и идем в поисках джелато, потому что мы обещали детям вкусное мороженое. Короче, зашли мы в Starbucks, потому что очень жарко, да? Дети вот немножко прошлись, все, Надюша. Смотрите, какая у нас модница. И зашли, конечно, в Starbucks, потому что тут прохладно, детям сок. И взяли себе холодный чай с гибискусом. И идем дальше. Когда я сегодня одевался, Надя сказала, что мы не сочетаемся. Но я смотрю, мы сочетаемся. Ну, панамка у меня немножко другая. Ну, посмотрите, как это мы не сочетаемся. А сейчас мы отправляемся в самый знаменитый район Сингапура – Марина Бэй. Тут находится один из самых узнаваемых отелей мира – Marina Bay Sands. Структура отеля состоит из 3 башен, стоящих посреди уличной трассы, известной по гонкам Формулы-1. Рядом с отелем находится набережная, по которой за несколько минут можно добраться до центра города. Невозможно устоять перед архитектурой и монументальностью отеля, которые, кажется, идеально вписываются в город. В этом отеле стоит остановиться хотя бы на одну ночь во время путешествия по другим азиатским направлениям. Ну а это, ребята, естественно, самый знаменитый отель Сингапура. Это символ Сингапура. Ну, наверное, это не только знаменитый отель Сингапура, а, возможно, и один из самых знаменитых отелей во всем мире. Marina Bay Sands. Названо так в честь бухты, в которой он построен. Это огромнейший отель. Здесь более 2500 номеров. И в день, вы только вдумайтесь, здесь бывает до 70 тысяч посетителей. Ну, это, конечно же, и постояльцы, и люди, которые просто хотят посетить, прийти здесь позавтракать, пообедать, поужинать. Здесь вы можете это сделать, не обязательно быть постояльцем. Наверху находится знаменитый бассейн, который является самым большим бассейном, который находится на высоте более 190 метров. И раньше, когда мы приезжали в Сингапур еще до ковида, посетить бассейн могли даже не постояльцы. На сегодняшний же момент, чтобы посетить данный бассейн на крыше и сделать великолепную фотографию с видом на Сингапур, вы должны быть постояльцем. А если вы просто хотите увидеть смотровую точку, вот вам нужно купить билет, отстоять очередь, и вы сможете также посетить верхнюю точку смотровой площадки. Стоимость постройки данного отеля обошлась в $8 миллиардов. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Это, конечно, сумасшедший дорогой проект, который
я думаю, давно уже купился как Сингапуру, так и компании, которая его построила, потому что насколько он стал популярным, насколько он приносит интерес всем, я думаю, это не учить. Еще одна из самых узнаваемых достопримечательностей города – фото в этом месте есть у каждого путешественника. Это сады у залива в Сингапуре или Gardens by the Bay. Это то место, после которого Сингапур официально стал городом будущего во всей мировой прессе. Сады расположились на территории более 100 гектаров возле залива Марина. Туристов привлекают супердеревья Сингапура, искусственные конструкции высотой от 25 до 50 метров, оснащенные солнечными батареями. Особенно красиво инсталляции выглядят по вечерам. Смотрите, какое классное решение. Из-за сингапурской жары долго находиться на улице сложновато. И постоянно находиться в торговых центрах тоже неудобно. И поэтому люди вот после пробежки садятся под такой вот огромный вентилятор. И здесь обалденное ощущение. Вот попробуем и мы. Оба. Ну, честно, я не ощущаю большой разницы. Наверное, лучше пойти все-таки в торговый центр. Спасибо огромному количеству торговых центров. Мы сейчас направляемся в самый огромный шоппинг-молл Мария Бэй Санд, потому что, ребята, ну очень жарко, очень душно, а в торговых центрах просто хорошая осень. О, боже мой, боже, что человеку для жизни нужно? Просто хороший кондиционер летом, это обязательно. Даже Мирочка говорит, я теперь жива. Да, мы все теперь живы. Классный торговый центр, мы здесь были 5 лет назад. Ну а сегодня наша основная задача найти мороженое. Это очень важный момент. The Shoppes at Marina Bay Sands – один из самых больших торговых центров Сингапура, плавно переходящий в отель Marina Bay Sands, частью которого он и является. В торговом центре располагаются преимущественно премиальные бренды и известные мировые марки, и раем для любителей бюджетного шопинга его точно не назовешь. Здесь представлено более 170 брендов класса люкс и премиум. Самые известные мировые производители, такие как Chanel, Christian Dior, Dolce Gabbana, Louis Vuitton и Prada, а также сотни других. Помимо магазина в молле имеется река, по которой можно прокатиться на лодке, что безусловно понравится детям и вообще весьма необычно для торгового центра. Торговый центр предлагает своим гостям более 80 ресторанов с разнообразной кухней. А также здесь можно купить и швейцарские часы, и итальянский шоколад, и лучшие сорта виски, и безумно вкусный сингапурский чай. Вот что привезти из Сингапура? Конечно, тут есть различные сувениры, но самое, наверное, популярное – это вот этот чай TWG. Он очень вкусный. Мы постоянно его покупаем. Это, Надя, это британский чай? Это сингапурский. Это сингапурский чай. Чисто сингапурский чай. Да, обалденный чай, реально. Поэтому он продается, по-моему, и в Лондоне тоже. И в Малайзии. И в Малайзии, да. И вот смотрите, непосредственно сам магазин рядом с кафе. Вот. Это их знаменитые чаи. Я почему-то всегда думал, что это британские чаи. Вот, видите, их просто огромное количество. И очень красивые антуражные вот эти вот баночки. По советской традиции тут можно хранить муку либо сахар. Слушайте, ну и не дешевые чаи. Вот такой набор из 4 192. Вот такой набор из 2 96. Это сингапурские доллары. Делим на 1,5, получаем евро. Ну, ребят, цена, я вам скажу, как для чая. Вот здесь у нас делается чайный коктейль. Прямо вот такой набор из чашек.
Все это, конечно, интересно, и чай вкусный, но с ценой слишком заигрались. Мне кажется, ребят, как для чая дороговато. Но как для шоу, то великолепно. Смотрите, какая антуражная кафешка. Написано в 1910-м открыто. Пахнет здесь, конечно, неимоверно. Просто запахи, о боже, разрывают вкусовые рецепторы. В основном я смотрю, что это круассаны с начинками и бача кофе. Есть несколько видов пирожных, но пахнет такой именно баттер, просто баттер-круассан. Боже, запахи великолепные, да, Даня? Да. Дети остывают с мороженым все, а папа взял себе кокос. Мирочка тоже решила попробовать. Райское наслаждение. Вкуснятина? Нравится? Даня, давай. Райское наслаждение. Даня сейчас скажет, не мое. Ну, я так и за Борей даже предлагать не буду. Боря не любит. А у нас с Мирочкой, так, Мируш, ну все поняли, что тебе нравится. А у нас с Мирочкой в этом плане вкус одинаковый. Нам вместе нравится паштель Донат, единственный в семье, и кокосы. Друзья, а сейчас просто культурный шок. Сидим мы в кафе, кушаем кокос, детки мороженое, и девушка подходит и говорит, вы знаете, у вас такие красивые дети, so cute, а я мороженое вам читать не буду. И взяла только 6 сингапурских долларов за кокос. Это приблизительно 4 евро за свежий кокос. Конечно, по меркам какого-нибудь Вьетнама, Лаоса это дорого. Ну а представьте, по меркам нас, европейцев, мне кажется, это великолепно. И подход меня это поразил. Вот, само название кафе. Находится оно в моле Мария Бейсант. И здесь не просто кафе, а также, смотрите, вот такое вот есть развлечение для взрослых и детей. Маникюр для девушек. И для совсем маленьких, смотрите, вот такие вот столы с играми. Наши играют в бильярд. Поэтому классный подход, лайк этому кафе. Ну и обязательно мы сюда зайдем еще раз. Друзья, Сингапур – это один из 3 сохранившихся городов-государств. 2 других – это Ватикан и Монако. Но именно в Сингапуре самая дорогая недвижимость. Здесь самая дорогая стоимость за квадратный метр. Представьте, старт квадратного метра здесь начинается от 8000 долларов. Это где-то на окраине. А в центре достигает до 23 тысяч долларов за квадратный метр. То есть это сумасшедшие деньги, представьте. И поэтому практически 50% населения Сингапура проживает в арендных помещениях. Ну, из-за того, что очень дорогая земля, здесь принято строить на воде. Вот сзади нас, тут ведут сейчас работы, сзади нас была изначально плавучая платформа, из которой сделали знаменитый плавучий стадион. Вот здесь вы увидите его фотографию, floating platform. Это был единственный в своем роде плавучий стадион, на котором играли матчи, проходили различные концерты. Но сейчас его реконструируют, поэтому это было тоже символом Сингапура. Надеемся, что они построят что-то новее, что-то величественнее. Но с ценами что поделать? А вы знали, что паспорт гражданина Сингапура занимает одно из первых мест в мировом рейтинге паспортов по индексу свободы путешествий? Согласно данным на 2023 год, граждане Сингапура могут безвизово посещать более 190 стран и территорий. Это делает его одним из самых мощных паспортов в мире, обеспечивая своим владельцам широкий доступ к международным поездкам. Для получения гражданства необходимо соответствовать определенным требованиям, таким как знание английского языка, наличие стабильного дохода, отсутствие уголовной ответственности
и желание интегрироваться в общество Сингапура. Процесс подачи заявления может быть длительным и требует подготовки различных документов. Так, мы, как обычно, остановились взять мороженого, да? Борик, скажи, так жарко, что просто. Мороженая вода уходит здесь очень-очень быстро. Ну, благо мороженое на каждом шагу. Смотрите, как он вкусно его разделает. Просто берет целиком брусок мороженого, ставит 2 вафельки и, пожалуйста, в пакет. Боря, держи. У нас не оказалось местных денег, они не хотели расчет картой, и мы заплатили $2 и 1 евро, чтобы они взяли евро, монеты, они взяли. Вот так, все. Thank you very much. Вот такое вот местное мороженое. Посмотрите, какая красота. Ребята, как я обожаю 7-Eleven. О, боже мой, чуть не врезался. Я когда первый раз побывал в Таиланде, 7-Eleven мне показалось, лучше магазина не было. А потом увидел польскую жабку. Так, Надюша, это что у тебя? Манго. Да, замороженная манго. Замороженная манго. Это С бананом. замороженная манго с бананом. А это, посмотрите, это сразу же делает тебе милкшейк. Что-то там покупаешь, что-то с чем-то мешаешь. А еще я, знаете, что хочу показать? Естественно, что? Будете в Китае или в Сингапуре, в Гонконге, неважно, это азиатская тема, это тот же Таиланд. Очень классные согревающие пластыри. Есть холодного действия, есть горячего. Где-то, если что-то защемило, как первая помощь супер. И еще вот есть у них вот такие вот мази. Также повторюсь, Таиланд, Гонконг, Сингапур, Китай. Тайгерский. Ну, похоже вообще, Да. ну, понятно. Это не похоже на вьетнамскую звездочку, не? Ну, что типа такого. И даже есть у кого болючие женские дела, пластырь, пожалуйста. А, вот парни, запомните, у кого болючие женские дела, вот пластырь. Оно не спасет от плохого настроения. Женщину, да? Поэтому покупайте вот такой пластырь и один большой на лицо. Простите. С вами в сингапурском метро. На самом деле это очень удобный вид транспорта здесь. Он недорогой, можно оплатить обычной кредитной карточкой, а можно купить сингапурскую карточку, что будет еще дешевле. А вот теперь для вас интересных несколько фактов. Первое. Представьте, население Сингапура 6 миллионов. Всего лишь 6 миллионов. А за день, как вы считаете, сколько они перевозят? Кто-то скажет, 1 миллион может быть. Кто-то вообще скажет, может быть, 2. Ребята, 3,5 миллиона. 3,5 миллиона пассажиров в день перевозит вот это метро. А за год они перевозят 1 200 000 000. Вы представляете? И сингапурское метро входит в 15 самых загруженных метро в мире. Хотя на самом деле оно является не старым, вообще довольно молодым. Оно 87-го года, так же как и я. Молодое, красивое метро, которое перевозит много пассажиров. Поехали и мы. Воспользовавшись услугами метро, мы решили хоть немного взглянуть на еще один этнический район Сингапура – Литл Индия. Красочный и колоритный район Маленькая Индия, раскинувшийся недалеко от колониального центра, так же как и другие этнические кварталы Сингапура, неизменно привлекает внимание большинства приезжающих в страну туристов. Появившись одновременно с самим городом 2 столетия назад, из крошечного поселения он превратился в центр индийской культуры в Сингапуре. Индийская община, сформировавшаяся в городе в первой половине XIX века, поселилась недалеко от реки Серангун и занималась в основном разведением и торговлей скотом. Напоминание об этом служат сегодня сохранившиеся в Маленькой Индии улицы под названием Буффало, Буйвол и Кербау, Буйвол на малайском. Позже, когда численность общины существенно увеличилась, в основном благодаря переселенцам из Южной Индии, в разросшемся районе стали появляться административные здания, рынки, ремесленные лавки и храмы.
Так в Сингапуре сформировался компактный индийский квартал, жители которого этнические индусы, составляющие 8% всего населения этой крошечной страны, чтят свои национальные традиции и с удовольствием знакомят с ними многочисленных туристов. Сегодня маленькая Индия ассоциируется прежде всего с торговлей. Здесь можно купить всевозможные индийские пряности и приправы, этнические украшения и одежду, посуду, экзотические сладости, а также знаменитое индийское золото. Ювелирных лавочек в районе не счесть. Шел дождик, и мы возвращаемся в отель на такси. Вы знаете, когда я первый раз столкнулся с Grab-такси, мы просто с Надей настолько радовались и говорили: боже, какое классное приложение, как все удобно. Ну, почему-то в Сингапуре удалось заказать только с 4-го раза. Все выезжают, указывают, что их машина рассчитана на 6, мы заказываем, 2 машины приезжают и просто говорят: извините, мы вас не возьмем, потому что вас 5, и дети здесь ни при чем. Просто, говорит, мы забыли указать, что у меня 4. Я не знаю, зачем и почему, может быть, у них так просто ставят 6, чтобы принимать больше заказов, как-то странновато. Вот, поэтому такси расстроило, а вот город радует, город огромный, город красивый. 2 дня на него мало, 3 дня на него мало. Поэтому сюда по-хорошему нужно приехать, наверное, на неделю, так чтобы насладиться Сингапуром, посмотреть все острова, поехать в северную часть, не только самые топовые локации, а непосредственно познакомиться со всем городом и со всей его культурой. Он действительно очень многогранный, очень интересный, поэтому кто не посещал, это must have. Ну а теперь давайте вернемся к нашей викторине в начале выпуска. Что же все-таки из вышеперечисленного запрещено в Сингапуре? Правильный ответ – запрещены эти 3 варианта ответов. А теперь давайте по порядку. Жевательная резинка. Запрещено жевать жевательную резинку за исключением медицинских препаратов, которые можно приобретать в аптеках. Нарушение этого правила может привести к крупным штрафам. Второе – это бросание мусора. Выброс мусора на улицу строго запрещен, за это предусмотрены значительные штрафы, а повторные нарушения могут привести к общественным работам. Ну и третье – курение. Курение запрещено в общественных местах, включая парки, пляжи, магазины и рестораны. Есть специально отведенные зоны для курения. А вот заводить в семье больше 1 ребенка, так это не запрещено, хотя в прошлом в Сингапуре действовала политика 1 ребенка, как в Китае, чтобы контролировать рост населения. Но в 2011 году это правило отменили. И кто не знал, в Китае правило 1 семья, 1 ребенок тоже было отменено в 2015 году. Вы знаете, молодцы вот эти вот азиаты, Сингапур, Гонконг, они в свое время выцепили одну очень важную фишку. Раньше главными торговцами, покупателями, продавцами было США и Европа. Был период, когда европейцы уже ложатся спать, американцы только бодрствуют. И надо же было переводить деньги, а что делать? В Европе банки закрыты. И вот Сингапур и еще один город-государство, сегодня это уже территория Китая, Гонконг, для себя поняли такую фишку. А мы можем быть посредниками. И почему бы не принимать здесь деньги? И вот они стали это делать. Стали посредниками между европейцами и американцами. Со временем сюда приезжало очень много представителей банка и открывали здесь уже свои офисы. Поэтому здесь огромное количество офисов, банков мировых, европейских и даже китайских. И ты смотришь и понимаешь, что молодцы ребята. Хотя здесь система отличается от привычной нам европейской. Здесь, ребята, не демократия в привычном нам виде. Здесь автократия, но не такая, которая присутствует, мы знаем, в каких государствах и где просто отпоротые автократы.
Здесь автократия с человеческим лицом. И вот представьте, и свободы слова вроде бы нет, но и коррупции нет. И как они это делают, а? Современный Сингапур – один из самых безопасных городов планеты. Этот развитый технологический мегаполис на 30% покрыт парками и садами. Сингапур не только идеален для бизнеса и получения образования, но и прекрасно подходит для жизни и воспитания детей. Это город, где каждый день приключения и на каждом шагу ждет открытие. Мы надеемся, что вам было интересно узнать о нашем путешествии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и приключения. До встречи в следующих выпусках.